Всем привет! Сегодня хочу приготовить пиво из сусла. Много разных мнений по поводу этих всех сусел, готового сусла. Некоторые говорят, что из него получается обычный квас, но я беру его уже очень много, уже не знаю сколько, третий год, наверное, именно вот этого производителя. Я думаю, большую очень роль играет производитель. Я беру вот этого производителя, Копперс, не знаю. Если кто-то брал какое-то другое, знает, что хорошее, можете написать в комментариях, чтобы все люди знали свое мнение. Итак, я налил, бродить буду в такой кеге 30-литровой. Здесь у меня 17 литров воды холодной, 1 килограмм глюкозы. Пробовал делать с сахаром. С сахаром, когда делаешь, получается немножечко какая-то горчинка, какой-то посторонний привкус. С глюкозой намного лучше. Продается в интернете, в аптеках можно найти ее, проблем нету. Вообще рассчитан он на 23 литра пива готового, должно получиться 23 литра. Но я делаю меньше, получится в общей сложности около 20 литров. 17 литров я налил там воды, литр самого сусла, это уже 18. И последних 2 литра разбавлю с глюкозой, даже выйдет где-то около 21 литра. Ну, вкус получится более насыщенный. Так, разведем наши дрожжи. Для этого возьмем отсюда ложечку глюкозы. Растворим и высыпаем дрожжи. Для того, чтобы мы были уверены, что дрожжи рабочие. Так, ну что, почти уже закипает. Убираем в сторону. Ставлю кастрюлю с водой. Здесь 2 литра горячей воды. Для того, чтобы лучше растворился концентрат, вода горячая. Видите, он жиденький стал. Легко выливается. Кипятить я его не буду. Сейчас нальем водички. Для того, чтобы сполоснуть. Сюда же добавлю глюкозу. Растворю ее здесь в горячей воде. Тщательно перемешиваем. Теперь выливаем это в нашу емкость для брожения. Емкость обязательно тщательно моем, дезинфицируем специальным средством дезинфицирующим. Есть специальные таблетки, продаются, чтобы не было никакой заразы, чтобы наше пиво не скисло. Так, пена поднялась, дрожжи забродили. Выливаю их тоже. Все, теперь нужно это все перемешать и ставлю. У меня теплый пол, на полу прямо оставлю бродить. Приблизительно где-то на неделю, а там посмотрим. Вот такой вот гидрозатвор самодельный. Так, ну что, прошло у нас больше недели, около 8 или 9 дней, сейчас точно не помню. Пиво уже выбродило, уже отстоялось. Осадок сел, дрожжи сели на дно уже. Теперь его нужно слить в емкость и загазировать. Этот процесс называется карбонизация. Для того, чтобы пиво было газированным. Вот такого вот красивого цвета получается. Так, теперь на 20 литров, здесь у меня 20 литров пива, нужно насыпать 200 грамм либо сахара, но опять-таки я говорю, сахар не использую.
глюкозы. 205. Высыпаю. Тщательно перемешиваю. Теперь нам осталось только разлить по бутылкам. В стеклянные бутылки я не наливаю специально, потому что раз у меня стеклянная бутылка взорвалась в доме, после этого делаю только в пластике. Ну вот мы разлили пиво. Теперь оставляем его в теплом месте дней на 5, на недельку, чтобы оно закарбонизировалось. Бутылки станут твердые. И убираем в прохладное место минимум на месяц до созревания. Сядет осадок, ну там дальше уже покажу. Так, ну что, прошел у нас месяц. Можем попробовать первую бутылочку. Ну, эта бутылка лежала в холодильнике лежа, поэтому дрожжи сели вот так вот. Если стоя было бы, конечно, все было, ну, дрожжи были бы на дне. Было бы немного удобнее сливать. Можно аккуратно слить. В любой бутылке, во всех бутылках будут дрожжи, потому что это живое пиво натуральное, как бы. На карбонизации простояли 3 дня, потому что на теплом полу простояли, за 3 дня закарбонизировались, большие бутылки даже раздуло как бы немножко, поэтому я больше 3 дней держать не стал. Сейчас посмотрим, что получилось. Вот такой вот цвет красивый, чистый, ровный. Ну, говорю, нужно, чтобы постояло больше месяца. Я всегда держу больше месяца. Ну, в принципе, оно уже готово. Пить его уже можно. На запах обычное пиво. На вкус чувствуется пшеничный аромат. Есть какой-то издалека аромат кваса. Ну, как бы он очень-очень легкий и далекий. Очень советую попробовать. И по деньгам оно получается намного дешевле. Там литр порядка 60 рублей. Там вместе с фруктозой, вместе с концентратом. Литр выйдет около 60 рублей. Оно и дешево, и очень вкусно. Такого в магазине вряд ли вы купите. Загазировалось тоже очень хорошо, газированное, хорошее. В общем, мне очень нравится. Советую вам попробовать. На этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока.